Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, и вы нам... Где? И вы на канале, где мы говорим про ЕСБ. Нравится вам серия «История команд»? Вот мне очень. Интересно услышать о становлении известных героев арены, узнать противоположные взгляды на одну и ту же ситуацию, на одно и то же мероприятие. Но есть загвоздка. Чтобы написать сценарий на эту тему, нужно предварительно взять большое интервью у капитана команды. И как-то так вышло, что мы взяли за правило брать это интервью вживую, а не онлайн. У тех команд, про те команды, которые находятся относительно близко, ролики на канале уже есть. А вот в том, чтобы мы могли летать к тем командам, которые находятся далеко, и ролики из этой серии выходили чаще, чем раз в год, помочь можете вы. Там в описании есть ссылочка. К вашему донату можете прикрепить сообщение, о какой команде вы хотели бы узнать больше. Лично я, пока границы закрыты, хочу взять интервью у Западной башни и у НСК. А как только границы откроют, у пражских троллей и White Company. И прежде чем перейдем к заявленной теме, хочу поблагодарить тех, кто уже каналу помог. Это Комнатный рыцарь, Саня из Тольятти, Даниил К. и Аноним. Все про деньги, все, полетели. Подпишитесь. История команды Медвежья 5, часть 2. Первая была вот здесь, продолжаем. В прошлый раз мы оставили команду в феврале 2019 года в Монако, где фанфары звучали не в их честь. Обидное поражение вполне могло выбить их из колеи, но, как вы помните, парни из Нижнего – трудяги. За свою долгую историю у них были и взлеты, и падения, и поэтому к поражению на Бугурт Прайме они отнеслись как профессионалы, сделали выводы и пошли пахать дальше, чтобы к следующей встрече с обидчиками быть готовыми для реванша. Мир топовых ЕСБ команд достаточно тесный, поэтому это был лишь вопрос времени. И времени прошло полгода. Голландия, крупнейший местный турнир Кёнигстрит. В тот год в этот турнир заявились сразу все 5 топовых российских команд. В доковидный период топовые российские команды слегка подзабили на российский же чемпионат и сконцентрировались на турнирах Бугурт-лиги. Забили настолько, что чемпионом ЕСБ России тогда стала команда Медвежата. Команда хоть и классная, но далеко не самая сильная в России. Ладно, это сейчас не важно. Важно то, что Медвежья 5 и Боярд опять встретились. Как мы помним, в прошлый раз Боярд был усилен Артемом Савановичем, и, похоже, его двуручный топор произвел впечатление на обе команды. Илья Драгон из Боярда вооружился таким же образом, а парни из Медвежьей 5 явно усилили доспехи. В тактику тоже внесли изменения. Осознавая опасность Драгона с топором, Виталий Грызлов с первых же секунд боя навязывает ему борьбу, не давая возможности работать по спинам своих товарищей. Алексей Каменев из Медвежьей 5 намертво фиксирует Сергея Уколова из Боярда. Таким образом, пожалуй, два наиболее опасных бойца Боярда выключены из игры. Но это бой не ускорило, а скорее даже наоборот. Схватка разделилась на 3 пары на одной стороне ресталища и одно парное противостояние на другой. Именно тут и было суждено случиться первым фрагом. Гершвальд и Ромадин из Боярда оказываются на земле, еще минута и победа в раунде у Медвежьей 5. Второй раунд тактически повторяет первый. Бойцы Медвежьей 5 каждый разбирает свою цель и побеждает. Последним из Боярда на ногах остался Александр Шейн, но и он сел под градом сильных ударов. Бой продлился практически все отведенное для него время, 5 минут первый раунд и 4,5 минуты второй. Мы после Бугурт Прайма проигранного, мы едем на Кёнигстрит, мы едем без Хохидры, опять же, который там заболел или еще чего-то. Это серьезно, потому что это высокий тяжеловес, заменить неким. Мы едем, причем мы едем на англичан, мы едем на тот же самый Боярд, потому что там и Саван, там минус Саван, он с Западной башни приезжает. Единственное, там Савана нет. Зато Драган там уже, наверное, с топором. Который тоже как раз именно мой гештальт. Мы все это дело выигрываем, но да, это прям был выдох такой. То есть после, смена настроения. Значит, мы восстанавливаемся правильно. То есть выдохнули, все, значит, пашем. Это был отличный турнир, чтобы выдохнуть. А через несколько месяцев Медвежья 5 проведет один из самых нервных турниров в своей истории. На Динамо 2019 года впервые за долгое время они останутся без поддержки других сильных команд клуба Берн. И в финале будут сражаться не только за команду, но и за клуб. Тогда на стадии плей-офф Боярд выбили из гонки старых друзей, а Западная башня, к всеобщему удивлению, одолела Партизан. Это был отличный бой, достойный отдельного упоминания. Две сильные близкие команды, которые одинаково не любят вязаться около бортов. Для Западной башни это был своего рода реванш. На упомянутом выше турнире в Голландии они уже встречались и проиграли Партизану. Хотя составы команд тогда и были слабее. Первый раунд выиграла Западная башня. Второй Партизан, буквально в последнюю секунду заработав минимальное преимущество. А третий раунд окончился по истечению времени с минимальным преимуществом Западной башни.
Пожалуй, впервые в своей истории «Партизан» не выходит в финал Кубка «Динамо». Возможно, когда-то я сделаю ролик на тему «Лучшие бои Кубка «Динамо», и там этот бой точно будет. А пока в комментариях можете написать, какие бои помните вы. Напишите, кто дрался, когда и почему этот бой крутой. Ладно, я отвлекся. Итак, «Партизан» в гранд-финал не проходит. А вот «Медвежья 5», одолев White Company, проходит. И в этот раз, кстати, встреча с White Company далась нижегородцам куда проще, чем на Бугурт-Прайме в начале года. Обошлось без проигранных раундов, что еще раз говорит о том, что «Медвежья 5» сделала правильные выводы после того турнира. Оказавшись в гранд-финале, «Медвежья 5» обнаружила себя в непривычном положении. Поддержки от команды одноклубниц не было. Нижегородцы остались 1 на 1 с «Боярдом» и «Западной башней». Мы тогда офигел весь Берн, когда получилось, что «Партизан» не вышел на финал. Финал не прошел, потому что у них там был, в общем, у кого-то травмы были, кто-то только-только вернулся, потом опять ушел. В общем, у них там по составам было. Они долго молодцы стояли, и причем они проиграли только по новым введенным правилам, там, по поводу времени. И мы вот так вот, причем мы все стоим у ресталища, и вот такие: давай. И я пошел одеваться. А мы уже думаем, все, если сейчас ребят выиграют, все, мы уже не бьемся. И вот мы такие. И вот сразу скажу, что когда появилась «Медвежья 5» именно уже в топовом составе, вот когда мы первую выиграли свою битву наций, это, и, наверное, единственную мы свою битву наций выиграли в 2013 году, вот это вот, по сути, борьба внутриклубная с «Партизаном», то есть вот это вот как бы... Вот так скажу. Борьба, которой не было, да, впрямую. Она давала нам то, что мы постоянно были на вторых местах. Вот. Я бы не сказал, что мы были сильнее или слабее. Когда-то да, когда-то нет. Ровненько шли. Топовые, когда были топовые команды, ровненько уже шли, все хорошо. И получилось так, что это была первая «Динамо», первый турнир такого уровня, серьезнейшего, когда мы, по сути, лишились поддержки «Партизана». То есть обычно на «Динамо» мы выходим там в финал 2 команды, а то и 3. Вот. И все, мы уже как бы там, понятно, что либо они, либо мы. Но клуб победил. Клуб победил. Это важно, это самое главное. И когда это первый раз был, когда ты понимаешь, что твою мать, вот этот камень, там даже не думалось, что «Медвежья 5». Нет, это не команда должна была победить. Это ответственность за весь клуб. И мы реально вот чувствовали, что на нас смотрят вот: давайте, да. Никто вот нас вот так вот, давай, пацаны. Нет, все вот так вот смотрели, просто там был вот так вот взгляды, толкающие нас. Гранд-финал, он же финал 3, это когда 3 сильнейшие команды дерутся друг с другом. Первыми выпало драться Боярду и Медвежьей 5. И Боярд в этот раз был уже сильнее, чем тогда в Голландии. К общему удивлению, они привлекли в свои ряды Алексея Петрика, действующего чемпиона битвы наций в дуэльных номинациях. Человека, в чьей силе и выносливости сомневаться не приходится. Но похоже, что к этому моменту Медвежья 5 уже научилась драться с Боярдом. И наличие еще одного именитого чемпиона проблемы не составило. Уверенно, в присущей им вязкой силовой манере, Медвежья 5 побеждает. Боярд остается на ресталище, чтобы после небольшого отдыха встретиться с Западной башней. В тот день ушкуйники оказались сильнее. Боярд проигрывает и оставляет Западную башню и Медвежью 5 сражаться за первое место, сам довольствуясь 3-м. Сказал я так, как будто 3-е место на «Динамо» это мало. Итак, в финальном бою встречаются Медвежья 5 и Западная башня. Это очень хорошо известные друг другу соперники. В прошлом ролике я упоминал случай, когда ушкуйники выбили медведей на «Динамо» на стадии 1/4 финала. С тех пор очень много воды утекло, и, конечно, они друг с другом много раз встречались, но в таких сильных составах возможно, что и нет. Западная башня примерно как год усилилась за счет Евгения Агеева, феноменального лейбордиста, перешедшего старых друзей, и Багаудина Юсупова, тогда еще новичка в ВСБ, но отличного борца с колоссальным стажем.
За год к текущему «Динамо» Агеев и Юсупов отлично влились в концепцию боя калининградцев, и Западная башня в тот день была очень опасна. Они только что победили партизан и почувствовали вкус крови, и в первый раунд против «Медвежьей пяди» вышли аж в 4 алебарда. Еще 9 месяцев назад это, пожалуй, могло быть проблемой для «Медвежьей пяди». Как мы помним, тогда в Монако решающий вклад в победу Боярда внес топор Артема Савановича. Но Грызлов и компания улучшили и тактику, и доспехи, и сильнейшие удары топоров по большей части игнорировались бойцами «Медвежьей пяди». Все равно, с первых же секунд боя Виталий Грызлов, капитан «Пяди», опекал Евгения Агеева, давая возможность своим соратникам спокойно бороться с личными оппонентами, без страха получить теперь уже не сокрушительный, но все равно очень сильный удар топором. И нужно сказать, что с этой задачей он справлялся блестяще. Их противостояние в центре поля – это достойное украшение финального боя. Зачем к нему лезть? Да, он любит бороться. И делает это классно. Если он хочет пофехтовать на алебардах, хорошо, у меня же легче, правильно, вооружение-то. Ну, помахал он, молодец, я его тоже порубил. Все, он походил. Самое-то главное, что я не давал его любимой фишке подойти к человеку и рубануть его, чтобы его вырубить. Все, это главное было, чтобы ему не давать работать. Но это стандартная вещь, не давать работать алебардистам. Топовым алебардистам им просто не давать надо работать. «Медвежья пять» славится командной работой. В какой-то момент Горюнов и Никитин делают фраг, и в ту же секунду Курицын тоже делает фраг. Но тут уже Артем Саванович из Западной башни выводит из игры Горюнова, делая преимущество «Медвежьей пяди» не столь тотальным. Бой, который до того момента развивался достаточно вязко, свернул в противоположное русло буквально за 2 секунды. Еще какое-то время понадобилось «Медвежьей пяди», чтобы сломить сопротивление ушкуйников. В итоге 4-1, победа нижегородцев в раунде. И лучшего результата в этом бою уже не будет. Следующий раунд продлился все отведенные ему 5 минут. И главным героем здесь был, я считаю, Евгений Беденко из Западной башни. 9 из 10 бойцов на ресталище в тот момент весили плюс-минус 100 килограмм. И только Евгений Беденко весил примерно 75, при этом совершенно не являясь слабейшим звеном. В тот момент, когда Михаил Колпащиков уже, казалось бы, свернул его в бараний рог, Евгений Беденко искривил пространство и не дал «Пяди» заработать преимущество. Так и остался несломленным до конца раунда по истечению времени. Результат раунда ничья со счетом 4-4. И вот тут будет немножко пояснений. Общая продолжительность боя 10 минут, при этом не более 5 минут на раунд. Таким образом, первый раунд продлился 4 минуты 10 секунд, второй ровно 5 минут. А значит, что на третий раунд выделяется 50 секунд. И этих 50 секунд не хватило. Третий раунд заканчивается через 50 секунд со счетом 5-5. Продолжаю пояснять. Если по истечению времени ни одна команда не имеет 2 выигранных раундов, то побеждает та, которая имеет 1 выигранный раунд. При этом раунды, оконченные в ничью, выигранными не считаются. Если по выигранным раундам у команд паритет, 1-1, то начинается подсчет очков, где каждое очко дается за каждого бойца, устоявшего на ногах в каждом раунде. Таким образом, в тяжелейшем бою, взяв 1 раунд и проведя 2 раунда в ничью, победителем Кубка Динамо 2019 года становится «Медвежья пять». Недавно наткнулся, фотки нечаянно попались. Таких дебильных рож у себя не видели, улыбок вот этих. Смотрите. Вот. То есть действительно радость была. Да и сейчас как бы она никуда не делась. То, что мы вытянули, то, что мы для клуба завоевали победу. То есть без, то есть вот эту ответственность, это скинули вот этот камень. Не было такого, что типа там партизан проиграл, мы такие, все, пацаны. Ни в коем случае. Не было никогда такого. Это нормальная, дружеская, товарищеская, опять же, конкуренция. То есть по очкам и так далее, есть такое, что да, ты упал, ты не упал. То есть, сам облажался, сам дурак. Вот. А тут было действительно, ни в коем случае не было такого, что типа партизан проиграл, мы там радовались. Нет, была только победа именно клуба и победа нашей команды над теми, кто нас порубал в разное время. Да. Порубал. Вот, только ни в коем случае не то, что там они победили партизан, а мы победили тех, кто... Это все фигня. Я не обесцениваю победу Грызлова и компании, но победа по времени — это всегда не то же самое, что победа в 2 раундах. В воздухе как бы повисает вопрос, а что если? У злопыхателей появляется повод усомниться в тотальном доминировании победителя. С одной стороны, да пошли они, а с другой, и правда, а что если? Не думаю, что подобная рефлексия действительно терзала парней из «Медвежьей пяди», но лучше бы закрыть этот гештальт при первой возможности. И бог войны Сульды эту возможность дал всего через 3 месяца. В структуре Бугурт-лиги Кубок Динамо
Как и Кёнигстрит, кстати, это турниры уровня Мастерс. Это самый высокий уровень, и очки, заработанные на этих турнирах, умножаются на максимальный коэффициент. Кроме этого, победители регионального турнира уровня Мастерс автоматически получают приглашение на Бугурт Прайм. Поэтому в феврале 2020 года Медвежья 5 возвращается в Монако, туда, где год назад обидно закончился прошлый сезон и начался нынешний, сложнейший и вместе с тем лучший. Я не буду подробно останавливаться на каждом бое этого турнира. И без этого ясно, что набравший ход Локомотив Медвежьей Пяди безжалостно сметал всех вставших у него на пути, пока в финале опять не встретился с Западной башней. На манеже все те же. Там в центре стоял Агеев. А ты сам знаешь, как с ним бороться и так далее, и так далее. Поэтому я концепцию себе просто сделал такую, что я не буду давать ему работать. А парни уже разберутся. Там уже по ситуации, там уже будем смотреть. То есть, по сути, начал с первых двух правил. Не дать себе упасть и не дать упасть парням, то есть, чтобы их не изрубили. Вот мы с этого и начали, и этим и закончили. Иногда шаг вперед – это следствие пинка в зад, так говорит моя мама. И получив этот пинок на Бугурт Прайме 2019 года, Медвежья 5 учится очень быстро и становится лучше от турнира к турниру. Сезон мечты, посудите сами. Они проигрывают Боярду, а потом бьют его на 2 турнирах. Они уступают 1 раунд White Company, а на Динамо не сталкиваются ни с какими проблемами. Они с трудом побеждают Западную башню, но уже через 3 месяца побеждают ее уверенно, в 2 раундах, со счетом 4-1 в каждом. В конце этого изнурительного, но увлекательного пути Медвежья 5 заслуженно выигрывает Бугурт Прайм и становится сильнейшей командой мира на тот момент. А сохранила она этот статус или нет, мы узнаем только на следующем Бугурт Прайме. Скорее бы он уже случился. А то пандемия забрала. Такова история Медвежьей 5, друзья. И, по-моему, она эпична. На этом все. Пока.